Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам наращивание верхними формами, а точнее как правильно подобрать форму. Тут у меня уже сделан идеальный маникюр, делаю я при помощи присыпки детской, для чего я ее использую. Обязательно покажу вам видео, есть ссылочка обязательно в подсказках и под видео тоже будет информация. Далее мы наносим дегидратор. Далее после дегидратора наношу бескислотный праймер. Даю ему высохнуть и потом уже наношу базу тонким втирающим слоем. Базу я выбрала Эми, она отлично подходит. Решила ее попробовать, она наносит тоненько и при этом у нее удобная кисточка и не создает лишнего объема. Все, что мне нужно. Сейчас я ей пользуюсь почти везде, где мне нужно тонкое покрытие, и при этом знать, что будет точно все отлично держаться. Сушим, конечно же, полное время. А сейчас я вам покажу свой теперь любимый акригель от Alpi. Он просто сильно твердый, мне он очень нравится. Обычно у меня акригели достаточно мягкие и они не держат форму. Мне это не нравилось в акригелях, я все время любила гель из-за жесткости. И вот этот акригель мне понравился. Вот тут он, конечно, не выдавливается, поэтому я снимаю крышечку и выдавливаю уже вот таким образом. И он отлично выдавливается. Давай сейчас я покажу, как я подбираю верхние формы по размеру. Использую я формы Наяда. Размер такой средний. Подбор формы. Итак, подкладываем по ноготочку с самой большой формы до самой маленькой и смотрим, какая лучше всего. Вот эта форма, конечно же, не подходит, она заходит на кожу и она, конечно же, видно, что не подходит. Так же, как и вот это и следующие. Вот так я перебираю постепенно и узнаю, какая форма подойдет больше моему ноготочку. Так, смотрим вот эту форму. Она как бы нам подходит. Есть куда деваться гелю. И вроде бы она отлично сидит. Нужно смотреть, чтобы перекрывались боковые стороны ноготочка, чтобы у вас было куда деваться акригелю, а также чтобы она не соскакивала с ноготка, то есть не была слишком маленькой. И пространство для геля обязательно должно быть. То есть между ноготком и формой всегда должно быть пространство какое-то. Оно не должно плотно прилегать к ноготочку. Также вот эта форма тоже отлично подходит. Я еще решу, что из них я выберу. А вот эта форма очень маленькая для ноготочка. Видите, ноготок идет, а формы уже нету. Значит, такие ногти будут плохо носиться, будут отслойки и трещины в этом месте. Поэтому такую форму мы не выбираем. Сейчас я буду подбирать из двух форм, которая мне больше всего понравится и подойдет, и оставлю та, которая мне больше всего понравится. Также прикладываю я к соседнему ноготочку, смотрю, подойдет ли она мне для длины, которую я хочу, и оставляю ее. Далее я начинаю подбирать тоже по другие ноготочки такой же техники, потихонечку смотрю, какая большая, какая маленькая форма, все ли влазит, есть ли пространство между формой и ноготочком. Если все отлично, то откладываем, и я всегда делаю по порядку ноготочки, чтобы не перепутать форму. Вот эта форма, мне кажется, уже не подходит. Видно, что не хватает боковых сторон. Также раньше у меня была проблема с мизинцем. У меня там все время был воздух между формой и гелем, когда я делала. И потом я поняла, что все-таки надо было чуть-чуть больше выбирать форму, и тогда все получалось отлично. Использую я вот такую кисточку от Эми. Можно использовать любую синтетическую кисть. Плоскую, конечно же. Далее беру клинсер, использую клинсер. Он в помпе, поэтому в помпу наливаю
гибкую и очень легко этим пользоваться. Далее я накладываю акригель и распределяю акригель по форме при помощи кисточки, но потом я буду делать другим способом. Далее я делаю прищепочку и уже распределяю снизу. Главное, чтобы кожа сильно не прилипала. Акригель иначе будет выпиливать не очень легко и не очень удобно, поэтому стараюсь сразу все подправить кисточкой. Не забываем также после 10 секунд в лампе поджать форму. Это все для того, чтобы они не были слишком широкими. В этом способе я просто на форму выдавливаю акригель и прижимаю плотно-плотно около кутикулы форму и далее надавливаю на форму, чтобы вытек гель к свободному краю. Далее прижимаю прищепкой, убираю, конечно же, все лишнее и вытягиваю этот акригель при помощи кисточки. Все проверяю и сушу в лампе. Далее поджимаем на 10 секундах, не забываем, и сушим дальше полное время. И после этого приступаю уже к следующему ноготочку. Буду делать таким же способом, выдавливаю форму и далее прижимаю плотно-плотно, чтобы не было как раз таки свободного воздуха между формой и акригелем. И далее вот прижимаю, прищепку ставлю, меня так научила моя подписчица. Она написала, что я делаю неправильно и лучше бы мне попробовать прищепку прижимать кошечком таким кверху. Я уже так пробовала, у меня почему-то раньше плохо получалось, либо я думала, что я делаю что-то не так. Но потом я поняла, что да, наверное, это все-таки более удобно, и спасибо ей за то, что она нас просветила в этом. Далее, вот смотрите, я прижимаю форму, чтобы снизу не было пространства между акригелем и ноготочком. Тоже смотрите обязательно в торец. Вы давите, смотрите в торец, смотрите, чтобы ноготок утопился в этом акригеле. Апельсиновую палочку убираем лишнее, ставим, конечно же, прищепку, чтобы она надавливала нам начало, то есть около кутикулы форму придавливала, чтобы она не отлетала. И далее все кисточкой разравниваем. Зажимаем и сушим полное время. Все то же самое делаем с мизинцем. Прижимаем, смотрим в торец, далее апельсиновая палочка, смоченная в обезжиривателе. Прижимаем прищепкой и распределяем акригель. Все, можем стирать липкость, когда все полностью высохло, то есть полное время. Смотрите на упаковке, сколько сушить ваш акригель, в какой лампе. И далее я перехожу к подпилу формы, сравниваю с другой рукой, потому что она уже готова. И убираю лишние углы, чтобы это мне меньше пилить, потому что я вам еще раз говорю, что этот акригель очень жесткий. Его прям пилить, очень сложно даже пилочкой и также фрезой, это нелегко. Но зато он держится очень классно на ногтях. Убираю лишнюю форму, уголочки, чтобы мне меньше пилить пилкой. Можно даже снизу подпилить сразу толщину, если видно, что там очень много. Потому что толщина, она нам мешает пилить пилкой. Это достаточно трудно становится. Если я убираю сразу какую-то лишнюю толщину, мне становится легче. Также возьмите апельсиновую палочку и пройдитесь по местам, где акригель прилип к коже. Убираете, когда вы акригель с кожи, то потом легче пилочкой зацепиться за край и убрать все лишнее. Также я беру конусовидную такую фрезу твердосплавную и прохожусь около кутикулы. Можно сделать это пилочкой, но решила вам показать, как я делаю это фрезой. Все делается легко и просто. Главное, сильно акригель близко к кутикуле не делать, тогда все отлично очищается и никаких затечек у вас не будет в кутикулу.
Также напишите в комментариях, каким вам гелем больше нравится делать, акригелем, либо гелем и какой фирмы. Нам всем будет это очень полезно. Далее перехожу и использую пилочку для подправления формы, создания идеальной формы. И потом, как подпилила, я уже прохожусь вот этой тоненькой фрезой под ноготочком, делаю тоже идеальные формы. Единственное, не делайте сильно тонкие ногти, они тоже будут не держаться. Нужно, чтобы относительно толщина была по бокам тоже хорошая, чтобы не было там трещин и отслоек. Все подпиливаем пилочкой и далее проходимся бафиком для того, чтобы сгладить все шероховатости и дальнейшее нанесение было легче. Смахиваем пыль, проходимся обезжиривателем и наношу еще раз эту базу. Все это делаю всегда и после геля, и после акригеля, для того, чтобы ноготочки хорошо держались. Всегда прохожусь базой, даже если я хочу нанести какую-то цветную базу, просто для того, чтобы нанесение было равномерным и цвет получился тоже равномерным, красивым. Ну и держится после того, как вы нанесете прозрачную базу тоненько. После геля или акригеля носится это просто великолепно, никаких отслоек от кутикулы не бывает. Далее наношу такой приятный цвет 146 от Ingarden. Он такой немножко полупрозрачный, поэтому очень красиво смотрится, как будто бы это какая-то мятная конфетка. Сейчас я нанесу это на все ноготочки, а на большом и безымянном я не буду наносить цвет в 2 слоя. На остальных ногтях я нанесу цвет в 2 слоя и покрою глянцевым топом. А на большом и безымянном у меня будут такие камушки, как бы под мрамор, такой глубокий текстурный дизайн. Он, конечно же, будет в следующем видео. А на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока!